Доброго вечера, мы из Украины. Парам-пам, хватит валяться на диване, давайте работать. Выполним сегодня вот такую вот анимацию. Делается она легко, просто, буквально в 1-2 клика. И что самое интересное, анимация эта выполнена для клиента, который заплатил $650. $350 он заплатил. Это предварительная оплата. И после выполнения, после сдачи проекта еще $300 сверху. То есть в итоге $650. Клиент из Украины. Материалы это сами иконки, он прислал их уже готовые. И описание работы вот такое. Сделать нужно так, чтобы его значки в Adobe Illustrator выстроенные падали сверху вниз. Открываем After Effects. Парам-пам. Кликаем 2 раза на окно Project. Находим тот файлик, который прислал клиент. Вот они, иконки. Экспортируем его сюда. Экспортируем как композицию. И чтобы внутри был размер слоя. То есть каждый элементик имел размер слоя. Это важно. Далее создаем новую композицию, в которой мы будем работать. Новая композиция это 1920 на 1080. Давайте сделаем 29,97 кадров в секунду. Ну и продолжительность, я думаю, секунд 15 нам хватит с головой. Окей. Иконки, которые мы экспортировали, я предлагаю еще загнать в папочку. Назвать эту папочку как Adobe Illustrator, чтобы мы точно помнили, что это те файлы, которые прислал клиент. А композиция это композиция, с которой мы работаем. Заходим в композицию Icons, видим наши иконочки, копируем их все и вставляем нашу композицию. Их здесь довольно-таки мало, хочется сделать больше, поэтому я их немножко размещу. Каким-нибудь примерно вот таким образом. Сдублирую. Ctrl-D. Перемещаем их выше. Еще раз дублируем. Ctrl-D. Перемещаем выше. Прям за пределы композиции. Ничего страшного. Ctrl-D. Смещаю я рабочую область зажатием клавиши колесика на мышке. Таким вот удобным способом. Так, это мы сдублировали. Еще раз дублируем. Давайте с запасом возьмем. Ну и еще раз, наверное. Ctrl-D. Так, сдублировали мы большое количество раз. Теперь все эти иконки я предлагаю поднять выше. Над нашей композицией. Над нашей мы ее не видели изначально. А дальше задача в том, чтобы они начали падать. И я сразу же хочу создать такой ковш, куда они будут насыпаться. Берем инструмент перо. Здесь ставим значение 10, фил убираем полностью, то есть он убранный, убедимся, что он убранный, то есть нужно нажать сюда. И создаем, зажатым шифтом ставим одну точку, вторую точку, третью точку и четвертую точку. Зажатым shift, чтобы были у нас прямые углы везде. Давайте толщину все-таки побольше, 30. Все. Дальше, для того, чтобы сделать физику падения вот этих вот наших иконок, чтобы они падали реалистично, чтобы они падали красиво, и буквально это не вручную, чтобы мы делали, нам нужен сторонний плагин, который называется Newton. Ссылочку я на него оставлю внизу под видео, но сейчас мы разберемся, как с ним работать. После установки этот плагин можно найти в выпадающем меню «Композиция», Newton 3 версии. Когда мы его активируем, у нас появляется новая рабочая область, по сути, такая небольшая программка внутри программы After Effects. Здесь, если мы нажмем Play, то у нас упал ковш, а за ним начали падать все вот эти вот частички, все наши иконки. Кстати, обратите внимание, что иконки, они условные, то есть такие вот не имеют своего изображения, просто контур этих иконок. Для расчета гравитации, для просчета вот этой вот динамики нам этого достаточно. Дальше, какая задача? После того, как мы проиграли, увидели, что это совсем не то, что нам нужно, возвращаемся на самый первый кадр, и вот этот ковш нам нужно зафиксировать, сделать его статическим. Поэтому выбираем его прямо в окне превью, можно выбрать его здесь, то есть тут находятся все слои, которые были у нас в композиции. Выбираем, и это он? Да, это он. И даем ему значение статический. После чего нажимаем play. Бах.
и мы получили ту самую анимацию. Кстати, если вы используете реальную версию, на сайте можно скачать для ознакомления. Единственное, здесь будет разница, то что вы сможете отрендерить, проиграть и отрендерить только 25 кадров. Вот. После того, как мы убедились, что нам все это нравится, нам нужно запечь эти кадры. Здесь это называется рендер. Давайте нажмем эту кнопочку. Что в данном случае? В данном случае все это движение сохраняется на каждом кадре. На каждом кадре создается свой ключ. Вот. И старая композиция не ломается, а просто создается новая, комп 2, где уже есть эта самая анимация. Вот так это все выглядит. Красиво, прикольно. Если мы повыбираем наши иконки, то мы увидим траекторию их движения. Нажмем U на клавиатуре и поймем, что позиция каждой иконки и rotation, то есть вращение каждой иконки, в каждом кадре оно зафиксировано. То есть этот плагин зафиксировал эти значения. Все, что нам осталось, это просто скрыть наш ковш. Ковш находится внизу. И отрендерить эту композицию. Вот так легко и просто в один клик. Давайте немножко подробнее еще поговорим про Newton, что он умеет, буквально в 2 словах. Если мы перейдем в папочку, которую вы найдете внизу под этим видео, закинете файл проекта, который я подготовил, внутрь программы After Effects, откроем 0.1, ну, к примеру, вот у нас здесь одна иконочка. Вот эта одна иконочка, давайте зайдем опять в Newton. Знаем, что уже если мы проиграем, то просто наша иконочка упадет куда-то туда в бездну. Можно сразу же здесь, в самой программе Newton, создать пол. Таким вот образом наша иконка уже будет падать на этот пол. Либо создать такой вот воображаемый комнату, да, воображаемый квадрат. И теперь она будет падать не только, будет отталкиваться не только от пола, но и от границ этой комнаты, этого квадрата. К примеру, если мы ему зададим направление, не просто падая вниз, а, к примеру, давайте так сделаем, гравитацию мы уведем вверх. Можем гравитацию вверх, кстати, ввести? Там можем, отсюда вот. То есть направление гравитации мы можем менять. Нажимаем play, и вот он уже падает вверх. Можем гравитацию отправить туда, гравитацию отправить сюда. Таким вот образом можем управлять гравитацией. А дальше мы можем задать, давайте вернем гравитацию вниз, задать направление толчка, то есть куда мы эту иконку направили, как бы толкнули, то есть дать ей немножко энергии. Для этого берем вот этот инструмент и, к примеру, мы его толкаем туда куда-то в бок кидаем. И обратите внимание, что она будет лететь в бок, но на нее будет действовать сила гравитации. То есть со временем она будет падать вниз. Супер. Давайте. Гравитация, опять же, видим, гравитация влияет на падение нашего объекта. Дальше из интересного еще мы можем задать ему хаотическое какое-то вращение. То есть мало того, что мы его кинем в бок, так он еще будет хаотически вот как-то двигаться. Потом мы можем ему добавить bounce, то есть насколько он сильно будет отскакивать, как пружинник, знаете, попрыгунчик как он прыгнул, и насколько он сильный попрыгунчик. То есть мы можем сначала дать значение единичку, и он будет прям очень сильно отпрыгивать от наших препятствий. Мы ему можем задать массу, то есть насколько он тяжелый объект, и трение, скольжение, насколько он сильно будет во время, когда он падает на какой-то склон, насколько он сильно будет об него тереться и насколько быстро он остановится. И еще давайте перейдем в композицию 0.2. Допустим, у нас есть какие-то иконки, и одна иконка из них анимирована, допустим, по позиции. Мы по позиции перенесем эту иконку, с одного угла в другой угол. Давайте вот так вот, чтобы она пролетела с одного угла в другой угол. И если у нас есть уже движения, которые мы сами создали ключами, их тоже можно учитывать внутри этого плагина Newton. К примеру, перейдем в Newton. Пока что все объекты падают вниз. И даже тот объект, который двигался по линии, он не учитывается. Но если мы выберем
давайте колесиком чуть отдалюсь, если мы выберем этот объект и дадим ему значение kinematic, обратите внимание, он уже будет двигаться по тем ключам, которые мы ему задали. А всем остальным объектам, к примеру, мы дадим значение, давайте, даже не так, давайте мы этим всем остальным дадим, ничего не будем давать, а просто уберем гравитацию на 0. Таким образом, наши остальные иконки будут взаимодействовать только тогда, когда главная наша иконка, вот эта большая, до них дотронется. Если же мы хотим, чтобы гравитация все-таки действовала, но при этом они... Так, гравитация вниз должна идти. Но при этом они падали только лишь тогда, когда их подобьет наш вот эта иконочка. Мы тогда выбираем их. И здесь должны выбрать тип вот этот. Таким образом, они будут сталкиваться и падать вниз именно тогда, то есть гравитация на них будет влиять именно тогда, когда их приведет в движение какой-то другой объект. Вот этот кубик, кстати, если у нас не двигается, ничего страшного. Давайте я хочу, чтобы он тоже упал. Перенесем его сюда. Можем это переносить. Супер. После того, как нас устраивает результат, мы просто все это запекаем в ключи, которые создаются в новой композиции. В данном случае композиция 0.3. Теперь, я надеюсь, в следующий раз, когда вы будете видеть подобную анимацию, там, где действует какая-то физика, вы уже будете понимать, что это сделано не вручную, а с помощью вот стороннего плагина, который делает это буквально в 1-2 клика. Ну и, соответственно, это когда клиент обратится к вам с подобной просьбой, вы будете уверены, что вы это сделаете. Ну а эта работа понравилась клиенту, он остался безумно доволен и даже вернулся к нам за вторым заказом. Единственное, что это только часть, то есть я вас чуть-чуть обманул, это часть работы. Весь же проект был где-то на минуту 30. Есть voiceover. They started with spreadsheets and standalone software. From missing files. То есть закадровый голос, и поверх этого закадрового голоса нужно было сделать анимацию тех файлов по тому техническому заданию, который прислал клиент. Да, файлов и технического задания тоже было больше. Кому интересно, можете посмотреть техническое задание здесь. А также хочу вам напомнить, что мои курсы можно приобрести один раз в 2-3 месяца. И следующий набор, он стартует уже скоро, 29 сентября. Набирать будем людей примерно 2-3 дня. После чего начинается первое занятие, начинаю работать я, начинают работать мои менторы. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на Telegram-бот. Там есть, кстати, вся информация на все ваши вопросы. Если чего-то вдруг не хватает, то пишите мне в Instagram. Но в основном там вся информация есть на российской мове, на украинской мове. Мои менторы готовы, я тоже готов. Уже скоро стартуем. На протяжении уже 2-го года я доначу, собираю немаленькие суммы для ЗСУ. Сейчас конкретно мы занимаемся ремонтами машин. Я прошу вас тоже не останавливаться, донатьте на любые фонды, которые вы доверяете. Можете закинуть на банку, которую я оставлю внизу под видео, чтобы присоединиться к ремонту, который делаем мы с моими знакомыми волонтерами. Ну и помните, что фриланс бывает не только сложным, но и вот таким простым. Поэтому хватит валяться на диване, давайте работать. Напоминаю, что рынок Fiverr, рынок Upwork, они сейчас закрыты для России, поэтому самое время нам заходить туда. Мирного неба над головой. Всем пока.